Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про старенькие и новенькие видеокарты, как их разогнать, как добиться с них хорошего эффекта и сразу про все нюансы. Значит, давайте так. Вот старые видеокарты, их пытались разгонять раньше, но это плохо получалось из-за охлаждающего элемента. То есть был как бы радиатор, но не было то, что охлаждает этот радиатор. Вот. Ну и также термопаста, которая никогда здесь не менялась. Вот этой карточки, например, уже лет так 20, если не больше. Может больше. Вот термопаста вообще просто уже высохшая, она просто ничего уже не дает. Мы аккуратно должны ее сошкребти, вот просто лезвием, там аккуратненько с чипа, вот намазать где-то слой 1 мм на чипе, и этим уже не размазывая, уже прислонить. Я его сразу открутил радиатор, чтобы ваше время не тратить, здесь 4 болтика его держат. В принципе, это так во всех видеокартах практически. Вот, хотя здесь был рассчитан кулер, который охлаждал бы. Вот на 12 вольт здесь есть эту карту. Можно модернизировать. Реально, всегда было. Модернизировать ее можно было. Вот. Хотя можно по-колхозному сюда просто кулер одеть. Такой вот на хомутике его здесь закрепить. И будет держаться. И нормально будет он свой эффект исполнять. Вот. Ну, либо сразу радиатор купить. Он копейки стоит там с кулером. И все. Установить, он будет охлаждать. То есть старые карты можно было разгонять. Но они разгонялись, перегревались. И все, начинали лагать. То есть, потому что не было охлаждающего нормального элемента. Показываю, вот как можно разогнать видеокарту. В данный момент я буду сейчас вот разгонять RX 580 8-гиговую AMD видеокарту Radeon. Значит, давайте поговорим про разгон. Вот мы видим, что у меня сейчас карта, я недавно включил компьютер, начала греться уже 38 градусов. И она сейчас до 50 дойдет, но для AMD это нормально. Для, допустим, Nvidia, GeForce там это ненормально. Ну, что там карта до 50 греется, это уже ее рабочая какое-то. А это, ну, рабочая температура, а это даже не рабочая температура, она просто стоит и греется сейчас. Потому что кулеры в AMD не активны. Постоянно дуть, они только во время работы. Так вот, я сейчас покажу, что я включу вот сейчас кулер. А я сейчас на соточку ставлю, чтобы вы увидели, как мгновенно охладится и звук услышали. Вот. Карта разогналась уже. Не бойтесь, от этой скорости ничего не случится с сотки. Да, будут вентиляторы изнашиваться быстро, но они изнашиваются пару лет. И замена их очень простая. Подпишитесь ко мне на канал, у меня много полезной информации, я уже об этом много рассказывал, показывал. Так, ну, вообще принято ставить 60. Хотя люди, которые там мощностя всякие используют, программы, ставят 80. Это уже не так шумно. У меня вообще годами оно просто работает, когда я запускаю компьютер на 60. Я еще, ну, термопасту менял, а вот сами кулера еще такие не менял, они не гудят, там все хорошо с ними. Но 60 ставим, и все здорово. То есть температура, вон уже, видите, спустилась. 60 тут можно вручную поставить, там, типа, кликнуть, я сейчас покажу. Или от мышкой вот просто там вот колесиком играетесь, все. Значит так, мы видим сейчас вот температура видеокарты, это лимит 90 градусов, то что позволяет производитель. Вот это у нас идет частота ядра, вот оно, даже будет писать, тут подсказка есть частота ядра, и это частота памяти. Мы будем, собственно, вот это разгонять, и будем разгонять ваты. Сейчас расскажу про ваты. Вот сюда сразу говорю, не лезьте. Я покажу в других видео, зачем, почему. Это вольты. Как правило, вот эта вот видеокарта может спалить. Все, что здесь, ничего с ней плохого не сделает. Единственное, что не спешим повышать. Я вот, например, свою видеокарту знаю уже отлично. У меня здесь 1400 может быть, а здесь, здесь 2200 показатель может быть. Здесь я могу 20 добавить, значит, 20 отметок, и это будет у меня повышен, значит, ваты. Ваты повышать можно, это мощность. Вольты это напряжение. Вот, поэтому многие люди уже столько видеокарт здесь вот просто уничтожили. Тут даже не так просто воспользоваться, хотя если там пару раз открыть программы и перезапустить компьютер, то можно сюда залезть. Да, она реально эффективно еще начинает работать, но это делать нельзя. Вот, мы здесь клацаем, и как мы должны вообще здесь настраивать? Мы должны, вот, допустим, здесь было 2000, да? Я могу вот так, 2010 сделать. Применить, Enter нажал, все. Пока галочку здесь не нажал, сейчас нажму, все, оно уже применилось. Здесь также 1340, 1350.
Вот, например, применить. Мы вот так по чуть-чуть, если мы не знаем свою совсем видеокарту, но у нас там, к примеру, мы ничего совсем о ней не знаем, то вот так вот по десяточке добавляем. Если вы переборщите с этим всем, компьютер уйдет в защиту, сама видеокарта, она зависнет. У вас просто или зависит весь экран, либо просто такой, знаете, как экран, белый шум появится просто, да, такой есть научный факт. Ну, просто будут полосочки, такое все будет, как старый телевизор, не настроенный будет вот так вот, как шипеть. Ну, он вот так будет выглядеть. И, значит, выставляем по чуть-чуть. Если видеокарта уйдет в защиту, это она не пугайтесь, это она не сгорает, с ней ничего не происходит. Она просто уходит в защиту. И когда вы перезапустите компьютер, оно все собьется здесь. Но вы можете сохранять здесь. Вот, допустим, мы нажимаем вот эту штучку, вот эту вот, и выбрали 4. Все, оно на 4 здесь сохранено. Вот у меня, допустим, есть 1, там 2, ну, для разных там ситуаций, там я все использую. Вот 4 мы сохранили. Если мы начали вот снова там повышать что-то, и компьютер завис, вы когда перезапустите, оно все собьется. Ну, когда включите компьютер, вы можете 4 включить и продолжить здесь редактировать так, как вам надо. Вот, ну, с этим вот понятно, да, стало? Значит, я могу вот здесь выставить... Вот видите, сейчас на максималку поставил, но оно не сработало. Вот тут я могу выставить 1400, это я знаю точно. Если я выставлю 1410, у меня зависит видеокарта. Вот. Здесь я могу до 1410 поставить, а здесь могу поставить 2200. Вот. Enter нажал. Пока оно вот так. Мы можем нажать галочку «Применить». Теперь давайте перейдем к температуре. Вот лимит температуры. Почему вот важно об этом знать? У меня видеокарта больше, чем 90 градусов не нагреется. И так как у меня здесь стоит кулер, ну, охлаждения на 60, то есть видеокарта будет где-то доходить до 75 градусов. Хотя все, что выше 72 градуса, считается уже вредно. Термопаста выгорает быстрее в 3 раза. И, соответственно, чип отгорает. Но это вообще, ну, нехорошо. Ну, это считается все, что выше 75. Хотя можно и на 80, там, ну, все зависит, для каких целей вы разгоняете. Понимаете, да? Ну, то есть, если играть какие-то игры, монтировать, то просто ставите здесь 60. Оно будет достаточно охлаждать, что оно не будет доходить до 80, там, даже градусов. Хотя, если вы считаете, что нужно избежать этих пределов, вы просто берете и уменьшаете здесь ваты, вот на 12, да, отделение сделал меньше. Теперь видеокарта больше, чем 78 градусов не нагреется. Могу также здесь сделать еще меньше, там вообще, чтобы 72, вот это самая любимая температура для видеокарты. Но, естественно, если она не будет больше мощностей использовать, вот этих ватт, вы забираете ватты от нее, естественно, она не будет греться, естественно, она не сможет дать хорошей мощности, чтобы это все разогнать. Поэтому в моем случае здесь я выставляю 20 отделений. Можно хоть вообще на максимум, но это нежелательно ставить. Вот я 20 отделений здесь ставлю. Сейчас вручную поставлю, потому что неудобно одной рукой снимать. Вот и 20 отделений ставлю. Enter. И галочку «Применить». Если все устраивает, ставим вот на вот эту штучку. Карта памяти когда выглядит. И ставим на 4, указываем. И не то чуть сделал. Сейчас, куда она его сохранила? Куда она его сохранила? Вот куда она его? На 5. Нам надо это сохранить и поставить на 4. О! Вот на 4 мне то, что надо. 20 отделения, 1400 и 2200. Кулер 61. Ну, мы можем тут тоже так вот нажать. И ставим 60. Ставим. Enter. Галочку «Применить». Все, теперь вы знаете, как можно разгонять видеокарту. Но здесь, еще раз говорю, вообще в каждой видеокарте есть норма
Вам и чат GPT может подсказать, и в принципе любая инструкция пишется, ну, о том, что вот здесь желательно вот столько ватт добавлять. Здесь хочу сразу сказать, вот если взять еще одну такую же заводскую видеокарту, полностью ту же модель, все дела, да, то две видеокарты, они не будут идентичными, они будут разными, ну, потому что их не делают одинаковыми. То есть, которые с завода сейчас, я не знаю, в магазине куплю такую же видеокарту, вторую поставлю, захочу ее разогнать, она может либо больше здесь разрешить мне разгона сделать, либо меньше наоборот, то есть идентичными не будут. Вот, поэтому здесь ваты, вы можете свою модель там загуглить и увидеть, сколько вам порекомендуют сюда поставить. Сюда рекомендации вам, в принципе, дать никто не может, потому что это надо вручную вот проверять вот так вот методом тыка. И все. Сохраняйте просто свои настройки. Здесь вот поставили и на 4, все. Сохранили. И что я вам скажу, друзья. Вы здесь не сможете ничего плохого сделать с видеокартой, так как здесь идет защита. Это предназначенная программа. В следующих роликах я хочу показать, как разгонять процессор. Это еще куда более интереснее. Тоже программа будет. Подписывайтесь ко мне на канал. У меня много полезной информации. Я вообще покажу даже, как можно компьютеры там вообще модернизировать. Платы паять, что угодно. То есть пишите ваши вопросы. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал. У меня там тоже интересные моменты происходят. Там много мастеров, которые могут вам дать абсолютно бесплатный совет. Там вообще я создаю как бы такое сообщество, где собираются мастера, и все могут делиться опытом, что стоит там покупать, что не стоит покупать. Там, ну, люди вообще делятся своим жизненным опытом. Никаких там реклам нет, вообще ничего не рекламирую никогда. Поэтому переходите. Единственное, соблюдаем условия группы. Мы там не ругаемся, не обсуждаем политику, религию и не матюкаемся. Все, спасибо за просмотр.